Всем привет! Сегодня готовим брюссельскую капусту с сыром, с чесноком и специями в духовке. Капуста по этому рецепту получается красивой и презентабельной, подходит как на новогодний стол, на любой праздничный стол, так и на каждый день. Для этого рецепта нам понадобится килограмм брюссельской капусты, ее нужно будет помыть и почистить. Для этого нужно будет убрать вот эти верхние жесткие темно-зеленые листья и убрать маленькую кочерышку. Самый простой способ почистить брюссельскую капусту – это срезать ее кочерышку, захватив нижние жесткие листья примерно на полсантиметра. Тогда листья просто сами отваливаются от капустки. Внутренние листья должны быть сладкие и мягкие. Очищенная капуста должна быть вот такого светло-зеленого цвета. Кажется, что это такой длительный процесс, но на самом деле на очищение всей капусты у меня ушло минут 5. Каждую капустку нужно будет разрезать пополам и убрать со всей капусты лишнюю жидкость. Это можно сделать бумажным полотенцем или обычным полотенцем. Также на килограмм капусты нам понадобится 6 столовых ложек растительного или оливкового масла. Как вариант, растительное масло можно заменить на топленое сливочное масло или сделать комбинацию двух масел, например, 3 столовые ложки растительного и 3 столовые ложки сливочного масла. На данном этапе капусту нужно перемешать, чтобы она покрылась маслом со всех сторон. Капусту нужно посолить по вкусу, у меня ушла 1 чайная ложка без горки. Также я сюда добавлю свежий молотый черный перец. Также понадобится 1 чайная ложка приправы для овощей по вашему вкусу и свежий чеснок. Я буду использовать 6-7 зубчиков крупного чеснока. Чеснок нужно пропустить через чеснокодавку. Сюда же капусте нужно добавить 1 стакан сыра, у меня сыр пармезан. Если есть необходимость, можно заменить этот сыр на любой другой, который похож по характеристикам. Также сыр можно смешать с панировочными сухарями в соотношении 50 на 50, например, полстакана сыра, полстакана панировочных сухарей. Или вы совсем, если хотите убрать сыр, то просто возьмите стакан панировочных сухарей. Снова перемешиваем капусту, чтобы она вся покрылась сыром, и выкладываем всю смесь на противень, который я закрыла фольгой, чтобы капуста хорошо запеклась. Капустку нужно будет перевернуть срезом вниз. Я решила также добавить немножко сливочного масла, это опционально, здесь нет необходимости в нем, но он добавит небольшой сливочный привкус капусте. Здесь главное не переборщить, чтобы капуста не стала жирной. Выпекаем капусту при температуре 200 градусов по Цельсию 25-30 минут. У готовой капусты на срезе образовалась вот такая сырная хрустящая корочка. Капуста хорошо держит форму, она не разваливается, но она совершенно не твердая. Теплая брюссельская капуста очень хорошо сочетается с свежей петрушкой. Мелко порубить ее добавьте сверху, а также сюда очень вкусно добавить немного лимонной цедры. Хочу показать вам, какая капуста получилась внутри. Сверху небольшая хрустящая корочка, а внутри она очень мягкая и сладкая. Такую капусту едят даже те, кто говорит, что капусту они совсем не любят. Попробуйте приготовить.